Right now we're in Crimea, region Bakhchisaraj, and you can see behind me how there are many stands here just along the highway selling fruits, vegetables, and things like this, as you find in many places. Now, we're going to be talking to the business owners here along this road and in Crimea in general to see exactly what it's like now after 7 years of Russia. And many of you know that in 2014 Crimea broke away from Ukraine and joined Russia. There's many scandals about this, sanctions, saying how Russia invaded Crimea and stole the land from Ukraine. Well, the fact is the locals welcomed Russia with open arms and in fact voted to join Russia. Now we're gonna do, as we do almost every year, talking to the business owners and the locals to find out what really happened in their eyes and what it's like now. Is it better or worse? And we can see here that this stand in particular is a honey stand. And not only do they just sell honey here on the side of the road, but they also make the honey. And we can see right here, across the way, is where they actually produce the honey. This is how fresh it is. Straight from one side of the road to the other side, fresh produced honey. So we're going to talk to the owner here and see what she has to say about the situation here and what it's like. So please remember, we're a totally independent crowd-funded journalist, so remember you can support our work with the link on the screen or in the description. And even if you just want to leave a like and subscribe, that helps a lot too. So here we go. Мы качаем в Крыму акацию. Вот это акация. Ее едят аллергики, гипертоники и диабетики. Она стабилизирует давление очень хорошо. Качаем горный мед. Он качается в Соколином у подножия Айпетри. Вот. Это в основном верхние дыхательные пути. Бронхиты, ларингиты, ОРЗ, внутреннее воспаление. Лаванда. Качаем 2 километра от нас в селе Тургеневка. В основном он лечит сердечно-сосудистый тракт, нормализует давление, успокаивает. Ну и разнотравие мы качаем 2 раза в год. Этот мед, его много качается. Это простой мед, просто разнотравие. У нас есть клевер, такой вот белый мед. У нас есть клевер, такой мед. Есть еще липа, мы сюда сами добавляем прополис, артриты, артрозы, тромбы и все такое вот. Ну, больше у нас маленький ассортимент, как бы много мы не качаем. Мед качественный, можно все попробовать. И они опасны или нет? Пчелы, когда роется пчела, они опасны. Они очень злые и очень делают нападения и кусаются. Сейчас они не кусаются, не опасные, так как они накормленные, сытые, можно сказать так. И пчела вообще не опасная. Укус пчелы, наоборот, это лечебно. Ага. И никак не могу выжить внутри они сейчас, да? Сейчас никак не получится. Я не боюсь. Да, ты не будет. Можно? К сожалению, я не могу вам позволить сейчас его открыть. Потому что это начнется роение, это вся пчела вот так вылетит, и это будет трудно будет нам потом его закрыть. Хорошо. Скажите, а в какую цену идут? Мед? От 3000, 3000, 2400, 2500 и самые дешевые это 2000. А вот такие баночки? Ну, эти баночки можно чуть-чуть дешевле, но пусть будет 700 рублей, любая вот 700 рублей литровая баночка. Мед вообще едят как лекарство по чайной ложке 2 раза в день регулярно. Это как профилактика для организма. Вот. А если его чаще употреблять, это уже получается как просто сладость. Да. Сейчас я вам принесу пробники, и вы все попробуете. Сейчас, секундочку. А пусть
Вкусный? Не подпустят. Вот это вот, видите, они летают, и они вас очень могут покусать. Можете еще ближе подойти, поснимать. Если не боитесь, конечно, подойдите ближе. Но в этом году сезон у нас не очень хороший, дожди нам мешают. Меда мало, очень мало меда. Так что, ну вот, ребятки, сезон, можно сказать, очень плохой. Да. Сезона нет. И как долго вы сделали это? Сделали что, пасеку? Ну да, моды и все это. Сколько лет вы уже сделаете? Мы с 88 года занимаемся пасекой, пчелами. Вот. А, 88? С 88 года, ну это более 30 лет. Ага. Как вы могу сказать, как лучше, при Украине или сейчас Россия? Сейчас в России лучше. Почему? Какой разница? Ну, потому что как бы нас сильно малый бизнес не трогают, пчел наших не трогают, пчеловоды как бы могут более-менее. Мы можем ездить на материк, качать мед, можем здесь ездить, ну, как бы, а при Украине мы этого не могли делать. Мы могли только выехать на Украину, поближе сюда и приехать. А сейчас мы качаем везде. Мы ездим и в Краснодарский край качать мед, и здесь по Крыму качаем мед. Мы ездим везде. Ага, понял. И вы татар или... Нет, мы христиане, мы русские. Христиане, да? Ага, понял. И что разница вы чувствуете, кроме как это при Украине и России? Что еще есть разница? Ничего. Может не бизнес, может как жить или туриста? Да все так же, ребят. Все так. Мне кажется, ничего не поменялось. Ну, совсем чуть-чуть поменялось. Все так же. Ну, конечно, больницы, да, спасибо пенсионерам. Ну, больницы, конечно, бесплатные. Много что бесплатно. Не так, как при Украине. При Украине приходилось за все платить. Сейчас как бы при России. Ну, я рада, что мы перешли в Россию, потому что мне нравится. Ага, понял. И вы был здесь на год 14, когда выборы, Да. референдум. И Да. вы голосовать? Да, мы голосовали. Да? Да. Мы голосовали за Путина, за Россию голосовали все. Больше даже, наверное, весь Крым голосовал за Путина, за Россию, потому что мы ждали, мы хотели в Россию. И как вы чувствуете, на Европа и США, они сказали, Россия сделает Крым как русские войска сделают тяжело, заберут Крым. США и Европа сказали, местные люди не очень были за Россию. Вы знаете, когда мы перешли в Россию, у нас много возможностей открылось, ну, больше, чем при Украине. Это как для меня. И вот, например, лично для меня я рада, что я могу путешествовать везде с внутренним паспортом. Потому что при Украине мне приходилось, ну, как бы, делать дополнительные документы и все. Но и честно сказать, ну что, он нам сделал только лучше, Путин. Он нам ничего плохого не сделал. Все лучше и лучше. Дороги построил нам такие, Тавриду шикарную, спасибо ему за Тавриду. У нас теперь больше, ну, намного больше приезжают отдыхающих, покупают больше. Так что в Крыму жить можно. Хорошо. Можно чуть-чуть ближе, да? Можно. Если вы не боитесь, ребятки, вы подходите, снимайте. У меня клиенты, я должна отойти на мед, поторговать. And now you saw that she said it's a little bit dangerous, but if you remember one of our reports back in Abkhazia, we harvested honey as well. We're gonna come in here, no stings, and anything like that. We're gonna continue to bring you all of the facts we can here in Crimea, pushing the limits, as we always do. So please, remember to subscribe, share, and and
We always push the limits, and sometimes you get stung when you push the limits. That was a little one. So please, like, share, subscribe, and we're gonna bring you as much as we can, as we always do.